Один из задаваемых вопросов, я слышал, врач какой-то задает, я слышал, что у возрастных пациентов плазмотерапия не работает. Здесь можно ответить только так, что если ее не делать, то она действительно не работает. Если продолжить все же этот вопрос непосредственно на научной основе, то плазмотерапия работает у возрастных пациентов. Выглядит это следующим образом. Да, конечно же, регенеративная способность мягких тканей снижается. Это факт. Он доказан наукой. И здесь нет каких-то там двойных мнений и двойных стандартов. Эффективно будет усилить регенеративный потенциал, лечебные свойства плазмы, комбинируя ее, например, с аминокислотами. Почему? Где-то начиная с возраста, опять же, 45-50 лет и более старшей возрастной категории снижается всасывательная способность на уровне тонкого кишечника, снижается выработка соляной кислоты. Соответственно, образование аминокислот в организме и всасывание их на уровне тонкого кишечника снижается. Мы получаем таким образом дефицит по строительному материалу, из которого потом впоследствии строятся те же белки, тот же коллаген, тот же эластин, кератин для структур кожи. Поэтому будет научно обоснованным и целесообразным комбинировать плазмотерапию вместе с аминокислотами. Но как это лучше всего сделать? Существует такое негласное понятие или негласный закон о том, что плазмотерапия всегда вперед. То есть мы готовим кожу для последующих процедур, для последующих методик. Первая процедура – это осуществляется плазмотерапия, например, задача улучшить качество кожи лица. У условно пациентки, возьмем 51 года, мы делаем плазмотерапию. В этот же день, в эту же сессию, вторым заходом, после плазмотерапии выполняется инъекционное введение аминокислотных различных комплексов в те же зоны. Единственное, можно сделать шаг плазмотерапии реже. Между вколами плазмотерапии осуществляется введение аминокислот. И таким образом мы готовим кожу под уже непосредственно при помощи плазмотерапии под последующие биохимические синтетические реакции и давая в эту же сессию, в эту же процедуру дополнительно строительный материал, аминокислоты, мы улучшаем качество кожи и позволяем синтезировать тот же коллаген, тот же эластин в той зоне, где мы работаем. Я обучаю методики применения плазмотерапии в эстетической медицине, дерматологии, в трихологии. Наши курсанты, наши студенты – это врачи с высшим медицинским образованием, это косметологи, это медицинские работники. Кроме этого, я обучаю трихологии, начиная с нулевого уровня. У нас подразумевается два формата обучения: базовый уровень и уже непосредственно те, кто прошли обучение, более продвинутый уровень, где мы рассматриваем строение волоса, фазы роста волос, причины выпадения волос, диагностика волос, как решается проблема выпадения волос, различные формы аллопеции и, конечно же, применение методики плазмотерапии в трихологии. Коллеги, приглашаю вас на курсы плазмотерапии, где мы рассказываем о методиках PRP, PRF, каким образом использовать их в своей непосредственной деятельности. Мы даем теоретическую часть, вы отрабатываете практику на моделях, и уже на следующий день вы будете готовы к применению данных методик в своей практической деятельности.